Друзья, я рад приветствовать вас на канале Самоделки с Ренатом. Я Ренат. Добро пожаловать, друзья! В прошлом выпуске мы с вами делали контейнеры с пластиковых бутылок. Как мы их сделали, кто не видел, обязательно пройдите, посмотрите. Ссылочку оставлю. А в этом выпуске я предлагаю тоже сделать одно полезное устройство из пластиковых бутылок. Что получится, вы увидите чуточку дальше. Хотелось бы ответить на вопрос, для чего мне второй канал, потому что были комментарии, задавали такой вопрос. Пожалуйста, друзья, отвечаю. На основном канале, на канале Ренат Строит, неинтересна данная тематика. Тематика самоделок, поделок там неинтересна, их там не смотрят. Соответственно, из-за этого я решил сделать отдельный канал. Я думаю, ответил на ваш вопрос. А вот на самом канале Ренат Строит, там интересуется, вам интересно строительство и социальный контент, помощь. И, естественно, это все будет там показываться по мере поступления, друзья. Но сейчас предлагаю перейти к основной теме нашего выпуска. Нам понадобятся вот такие две бутылки. Одна 2 литра, другая литр. И что будет с ними происходить, вы увидите дальше. Этикеточки я снял. И сейчас приступаю к самому действию, к изготовлению самоделочки, друзья. Вот так с помощью маркера отметил окружность на 2-литровых бутылочках. И сейчас буду срезать само горлышко. Его не выкидываем, оно нам еще пригодится. Вот еще сначала обрезал горлышко, потом отрезал донышко. Сам размер вы сможете понять от тех бутылок, которые у вас будут в наличии, друзья. Следующим этапом я беру литровую бутылочку, просовываю ее внутрь 2-литровой. Чтобы она хорошо у нас держалась, я ее закреплю с помощью малярной ленты, малярного скотча. Вот так вот я ее закрепил скотчем. Тут аккуратность ни к чему не нужна. Самое главное, чтобы бутылочка у нас не выпала. Потом беру пистолет с монтажной пеной, просовываю его вглубь бутылки и пытаюсь запенить. Вот так вот плотненько запенили и оставляем, пока пена подсохнет. Сейчас я, пока пена стынет, сделаю еще одно приспособление, которое поможет мне в очень тонкой работе. Для этого мне понадобится также бутылка. Я с нее отрезаю. Вот так вот я обрезал, у меня получилось. Сейчас я подровняю ножом вот эти все заусенцы, сниму. И покажу, что будет дальше. Друзья, вот у меня есть такой инструмент, называется он дремель. И иногда мне нужно какие-то мелкие детали пошлифовать, подрезать. На него также идут диски по металлу, можно пилить, и летят искры, пыль. Как бы сейчас я вот вам продемонстрирую. Вот вы прекрасно все видите, как пылит, искрит и может попасть на одежду, на меня, как бы. И вот сюда я сейчас сделаю один ограничитель. Он уже у меня практически готов, остались последние штрихи, друзья. Вот сейчас я просто-напросто еще вот так вот вырежу.
И вот так спокойно смогу шлифовать. И ничего, и я буду спокоен, что мне ни на одежду, ни в глаз ничего не прилетит. Как вы можете видеть, вроде пластиковая бутылка, но пригождается. Пена у нас немножко подсохла. Мы ее сейчас излишки удалим. Донышко мы не выкидывали, как вы помните. Оно нам пригодится. Мы его сейчас немножечко надрежем. И оденем на саму. Вот так мы одели. И берем опять малярный скотч. И обматываем. Чтобы она у нас была зафиксирована. Следующим этапом берем шуруповерт и рассверливаем донышко. Просверлили. Самое главное, чтобы не повредить нам бутылку внутри. Теперь берем баллон с пеной, встряхиваем и заполняем донышко. Вот так плотненько у нас все получилось. Пена у нас подсохла. Сейчас я вскрываю весь скотч. Взял наждачку, потру бутылку. Взял красочку и сейчас покрашу. Ну что, друзья, вот такой у нас термос получился. Сюда можно наливать хоть холодное, хоть горячее. Вот, но я делал специально себе под холодное, потому что у нас сейчас жаркое лето, что не может не радовать. И холодные напитки нужны всегда, а холодильник не всегда бывает под рукой. Сюда спокойно мы наливаем, берем с собой, и у нас всегда есть холодное питье. Неважно, квас, вода, минералка, газировка, все, что вы пожелаете. На этом я с вами буду прощаться. Спасибо за просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии. До новых встреч в новых выпусках. С вами был Ренат. Пока-пока.